Орфей и Эвридика. Голос чистый, чарующий и незабываемый. Он подобен волшебному дару, способен успокаивать бури и вдохновлять на великие свершения. Такой голос мог принадлежать только неземному существу. Но уникальный дар достался смертному мальчику с божественным происхождением. Он родился от речного бога Эагра и музы поэзии Каллиопы. Это Орфей, талантливый музыкант и поэт. Сам Аполлон вручил Орфею золотую лиру. Когда певец касался ее струн, происходили чудеса. Дикие животные сбегались на прекрасные звуки и становились ручными. Даже деревья и скалы преклонялись перед силой искусства и помогали музыканту в минуты опасности. Реки поворачивались вспять. Орфей рос в окружении муз и превратился в прекрасного юношу, способного на смелые поступки. Одаренный певец проявил себя в легендарном плавании за золотым руном. Он был в числе отважных аргонавтов. Храбростью и талантом Орфея восхищались боги и герои. Талант Орфея покорил и прекрасную дриаду Эвридику. В ответ лесная нимфа сразила певца своей красотой. Они полюбили друг друга и захотели стать мужем и женой. На свадебном торжестве Гименей, покровитель брака, предсказал паре несчастье. Во время свадебной церемонии пламя факела Гименея внезапно погасло, и вскоре предсказание сбылось. Светлым весенним днем Эвридику окутал сон. Она спала на зеленой лужайке посреди леса. Спящую нимфу заметил молодой пастух Аристей. Он был очарован красотой Эвридики, склонился над ней и протянул руки, чтобы коснуться ее лица. Но тут нимфа очнулась от испуга. Она бросилась бежать. Аристей преследовал Эвридику. Она убегала в страхе. Босые ноги девушки касались густой травы, из которой внезапно появилась ядовитая змея. Всего один укус, и Эвридика начала падать без сознания на землю. Ее глаза закрылись. В тот же момент рядом оказался Орфей. Он подхватил тело возлюбленной, но было уже слишком поздно. Эвридика умерла. Юноша издал истошный невыносимый крик. Он не мог смириться с утратой. Ему казалось, что вся жизнь потеряла смысл. Песни Орфея стали скорбными и тоскливыми. Вся природа оплакивала потерю вместе с ним. Орфей решился на отчаянный шаг. Певец отправился в царство мертвых, чтобы вернуть любимую жену. Через мрачную пещеру бесстрашно пробирался музыкант к берегам священной реки Стикс. Здесь не было музыки. В царстве мрака слышны лишь жалобные стоны погибших и всплеск весел ладьи перевозчика душ. Когда Харон причалил к берегу, Орфей стал умолять перевести его вместе с душами на другой берег. Но суровый Харон ответил отказом.
Тогда Орфей коснулся струн кефары, своей золотой лиры. Божественная музыка разлилась по берегам кошмарного Стикса. Очарованный этими звуками Харон переправил Орфея на другую сторону. Чары волшебной лиры околдовали и страшного Цербера. Трехголовый чудовищный пес сладко уснул под звуки инструмента. Вход к Аиду был свободен. Орфей приблизился к самому трону Аида и склонился перед ним в знак уважения. Рядом с повелителем царства мертвых сидела его жена Персефона. Орфей начал петь для царя и царицы подземелья свою скорбную песню о потерянной любви. Слезы дрожали на ресницах Персефоны. Она знала, о чем поет этот талантливый юноша. Она чувствовала его печаль. Сильнее ударил Орфей по струнам кефары, и все царство Аида будто замерло, слушая отчаянного музыканта. Сизиф прекратил свою тяжелую, бесплодную работу, сел на тот камень, который вкатывал на гору, и глубоко задумался. Грозная трехликая богиня Геката закрылась руками, чтобы скрыть слезы. Сам Аид был очарован. Тартар подчинился песне Орфея. Но вот настала тишина. Аид прервал молчание своим вопросом, чтобы узнать, с какой целью Орфей явился к нему. Певец взмолился в ответ. Он просил владыку вернуть ему любимую жену. Аид проникся трагедией Орфея и поклялся Стиксом, что исполнит его просьбу. Но с одним условием. Орфей мог забрать Эвридику. Но по пути назад, по дороге к свету, он не должен оборачиваться. Запомни, стоит тебе обернуться хотя бы раз, и тень Эвридики навсегда останется в подземном царстве. Ты больше никогда не сможешь увидеть ее живой. И вот перед Орфеем появилась тень Эвридики. Все его тело охватило теплое чувство радости. Он был уверен, что выведет любимую из царства мертвых, не нарушив указания Аида. Харон переправил певца и нимфу через Стикс. Впереди опасная, узкая, темная, каменистая дорога. Она казалась бесконечной. Орфей шел впереди. За ним бесшумно следовала тень Эвридики. Дорога вела вверх, на землю. Скользкие камни из-под ног Орфея падали в пропасть. Становилось все светлее. Влюбленные почти у цели. Но вдруг Орфею показалось, что он совсем не слышит Эвридику. Его охватила тревога. Может быть, она исчезла? Он хотел убедиться, что любимая идет за ним, и беспокойно оглянулся. Он оглянулся. В последний раз Орфей увидел Эвридику. Девушка бесследно утонула во мраке. Огромная темная сила подхватила ее и вернула в царство мертвых. В этот момент Орфею показалось, что умер он сам. В отчаянии певец бросился назад к священной реке Стикс, но чары Орфея не тронули Харона. Несмотря на весь свой талант и помощь богов, Орфей жил в мире людей, а человек не может дважды войти в царство Аида при жизни. Музыканту пришлось вернуться на землю.
Не было предела его страданию. Он превратился в безликого отшельника. Траурные песни Орфея приводили в ужас всех живых существ. Невыносимые звуки вызвали ярость у Минат, вечно танцующих спутниц Диониса. В гневе Минады разорвали на части тело величайшего поэта и певца. Прекрасную голову музыканта они бросили в реку. Ее уносило течением вместе с волшебной лирой. И оторванная голова Орфея продолжала петь песню о потерянной любви, пока ее не обнаружили музы. Они собрали вместе растерзанное на куски тело Орфея и похоронили его у подножия Олимпа. Зевс был в ужасе, когда узнал о случившемся, и в знак вечной силы искусства и непобедимой любви поместил волшебную золотую лиру среди созвездий. У этой истории мрачный, но счастливый финал. После смерти Орфея души влюбленных встретились в царстве мертвых. Теперь Орфей и Эвридика вместе навсегда.